Всем доброе утро, 4 часа утра, а это значит, настает пора приключений. Все, и мы вот в такой компании с Бархашей и на Белише двумя экипажами уезжаем сегодня на Северный Урал. И эта серия будет называться «В поисках водопадов». Поехали! Итак, друзья, 480 километров по асфальтированной, прекрасной, прямой дороге за спиной. Мы приехали в северный город на Урале под названием Североуральск. И этот город очень интересен тем, что это город горняков и шахтеров. Здесь... Так, секунду. Сейчас немножко пожужжим. Здесь идут разработки и добычи бокситов. И лично для меня Североуральск стал, ну, не то что значимым, он стал довольно интересным, когда в 90-х годах шахтерам не выплачивали заработную плату, и они бастовали. И вот как-то, глядя в голубой экран, в новостях увидел, что шахтеры не знаю, как называется это, ну, короче, с шахты «Красная шапочка» перекрыли железную дорогу. Я думаю, интересное название «Красная шапочка». Почему шапочка, почему красная? И спустя много лет, когда я ехал вот по этой дороге в сторону Ханты-Мансийского округа, я увидел эту красную шапочку буквально там в пригороде Североуральска. А красная она, потому что бокситы, которые здесь добывают, ярко-красного цвета. Вот и все. Все оказалось просто. Да? Ну, сейчас мы заедем на заправку, зальем по полному баку солярки и бензина вместе с нашими попутчиками и съезжаем в сторону, если не ошибаюсь, Петровск-Уральский нам нужен, или Покров-Уральский. Вот он, как раз здесь нам надо будет повернуть. Либо Яновка. Да, мы сейчас сюда вернемся. Да. И дальше нас ждет 90 километров по лесной дорожке. Поснимаем, покажем. Будьте с нами, не переключайтесь. Ну вот, заправка позади. И мы, наверное, выдвигаемся. Врун. Кстати, Бархашка еще ни разу не заправлялся. Бархашка подготовлена газом, бензиком, так что... А мы уже 2 раза. Но мы все пропановые заправочки уже посчитали. Да? Классная наклейка у вас такая вообще, мне прям так нравится. Правда? Вот это, знаешь, это хорошие ребята. Да? Ну-ка, ну-ка, давай. Очень-очень хорошие ребята. Очень рекомендую вообще дружить с ними, потому что жизнь перестает быть томной. Нормально. Врум, врум. Вот такая вполне себе приличная грунтовочка. Позволяет ехать там, сколько, ну 60 км в час позволяет ехать. В принципе, даже особо и не трясет. Трясет? Да. Не знаю, меня не трясет. Недолго длилась дорожная радость. Только выехали из поселка, какой-то там Петрово-Уральск, или как там он назывался, и началась интересная дорога, да, то есть здесь мы едем не больше 30 км в час. О, а здесь снова нормально. Короче, едем, ребята, едем. О, мостик. О, здесь
горы. Мы, собственно, туда примерно и едем. Так, за 2 часа мы проехали 40 километров замечательной дороги. Вот, нам осталось еще 28 километров. На текущий момент максимальная высота, на которой мы побывали, 736 метров над уровнем моря. И, ребята, мы на хребте, можно сказать, на Уральских горах. Вот так. Ну, дорога вполне сносная. Местами, конечно, попадают какие-то странные глиняные участки, которые очень сильно снижают скорость. А так, ну ничего критичного, можно ездить. Ну так, спустя 3 часа по бездорожью доехали до базы отличного отдыха в Аркуш. Ну и продолжаем ехать дальше. Затем, немножко спустившись от базы отдыха, приехали к реке. Вот. Такой скользковатенький спуск. Тут и даже есть мост. Вон. Но почему-то нам кажется, что мы поедем здесь. Вот такая тут нетронутая человеком красота. И вот нам осталось буквально 2,5 километра. Дорожка превратилась в узенькую тропиночку ровно по бортам машины. Едем уже по горе. Прям всеми фибрами попы ощущаю, что мы приближаемся. И вот, спустя 10 часов ездотни мы наконец приехали. Смотрите, что у нас. Так, дети трудятся, потому что у нас принято, если не потрудился, то не поел. Здесь у нас будет наш базовый лагерь. Распределяемся, разгружаемся. Прямо на берегу реки Жигалан. Здесь что у нас? Пороги, шум воды. Прям сказка. Привезли в этот раз с собой маленький холодильник, генератор, лампочки, свет. Сейчас все растянем. Ребятишки, помашите себе. Да, вот так. Ну что, мы готовы готовиться к отдыху.
Доброе утро, страна! Вот и наступил второй день. Такой он, почему-то все немножко припухшие. Наверное, природа так влияет. Тем временем лагерь проснулся. О, нифига, светодиоды моргают. Да, сейчас мы завтракаем и идем наверх. Собственно, ради нашей главной цели и задачи — поиска Жигаланских водопадов. Напомню, всего водопадов 4. Посмотрим, докуда мы доберемся. Итак, ребята, мы таки выдвинулись наверх, на гору или на гору, как правильно, подсказывайте в комментариях. Вот в комментариях подскажешь. В руках у нас слега, палка такая, на случай, если мы найдем болото. Ибо надо сначала слегой проверять, куда наступать, а уже потом наступать. Болото — вещь коварная. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли мы найдем болото в лесу. Потому что мы идем в гору, а не под нее. Значит, таким составом вот мы идем. 2 девчонки и Сережка. Да, лес, конечно, я вам скажу, ребята, просто какой-то волшебный. Практически нетронутый цивилизацией. Тут вот бурелом. По дороге, да, мы нашли обустроенный шалаш из веток сделанный. Так, направо пойдешь, к речке придешь. Налево пойдешь, туда же придешь. Папоротник. Да. И смотрите, как интересно растет мох. Как будто какой-то отдельный лесок. Черника, пожалуйста. С тетей Аней с голоду не помрешь. Вот такая красота. Ну ладно, идем дальше. Вот так вот, не разобравшемуся зрителю вправо и туда вперед может показаться, что нам тяжело. Но нет, это не так. И мы уже практически подошли к первому каскаду. Ой, что это я на весь экран? Сейчас покажу. Так, аккуратно. Вода шумит. И с невероятным шумом падает. Дочь палкой так чик, оперлась, пошла, оперлась, пошла. Падает вниз. Так, сейчас девушке помогу и продолжу съемку. Вот она. Одна из 4 ступеней Жигаланских водопадов. Невероятное зрелище. Вода с огромным шумом опускается вниз. Можно даже сказать, обрушается и выбивает себе такие ванны. Вау! Да. Прямо как будто бы джакузи какой-то. Да, как будто джакузи. Круто. Мы долго думали, правильно ли мы идем. Извините, язык заплетается. Но потом увидели лайк и поняли, что идем совершенно верно. И впереди мы уже слышим шум второго водопада. И прям вот уже даже можно его различить. Среди деревьев видно, как вода катится вниз. Ну и по руслу реки мы продвигаемся дальше. Мы хотим заглянуть вот за этот угол скалы, потому что оттуда самый невероятный шум раздается. Так, мы в тупике. Алекса, стой. Не видать? Там можно подойти по вот этим камням, и надо прям... Не надо. Это прям не очень хорошо. Ладно, отсюда снимем красоты. Поднялись. А? Мы уже поднялись. Аккуратно, сзади яма. Мы вот целый капюшон набрали. Кстати, ребята, лайфхак от Анны Шадриной. Если вы идете в лес и попадаются вам дары леса в виде грибов, а собирать вам некуда, вы можете это делать прямо в капюшон. Или в карман.
карманах. Ну, в карманах грибы подавятся, а в капюшоне нет. Что, нет? Да? Река Жигалан по праву считается главной жемчужиной среди многочисленных рек и речек, стекающей с хребта Кваркуш на Северном Урале. И мы совсем немножко до Кваркуша не доехали. Я скажу вам, места здесь очень интересные. Речка начинается на плато Кваркуш между горой Гашьянмык, как бы не сломать язык, и скальными останциями Три Брата. Дальше она устремляется вниз по склону и падает каскадами водопадов в высоту до нескольких метров. Понятно, что весной или по осени после хороших дождей это более полноводная река. Сейчас эта река напоминает больше небольшой ручеек. Наиболее внушительных водопадов 4. В этом месте река течет в скалистом каньоне с шумом и брызгами, падая с каменных уступов. Высота наибольшего из водопадов достигает 15 метров. Вау, красиво. Да. Вот мы добрались до следующего. Третий? Блин, реально круто. Хочу вам сказать, друзья, при планировании поездки стоит учитывать, что все же это Северный Урал, и где лето приходит значительно позже, чем на остальной территории Урала. Даже в середине июня на Жигалане, и тем более на Кваркуше, может быть немало снега. Зато именно в это время река наиболее полноводна, и водопады наиболее яркие, красивые. Наш подъем на водопады завершен. Вся наша банда, уставшая, довольная. Где вы тут? Давайте ближе, а то вас не видно. Да? Ну что, мы довольны? О, Красиво? Вот так. Как я уже говорил, река Жигалан вытекает прямо с северного склона Кваркуша. Кваркуша или Кваркуша горы. И я не знаю, что в ней, но, блин, она нереально вкусная. да. Очень классно. Водичка очень... Ну, я не знаю, можно так про воду говорить, вкусная или нет, но вода вкусная, правда. Вода вкусная, да. Ладно, мы пошли спускаться. Поснимаем, что будет еще интересно. А ты подписывайся на канал и не переключайся. И ставь лайк, нажимай колокольчик. Обязательно. Называется перезагрузка, когда нет ни интернета, телефоны уже все почти разрядились, а взрослые не дают их заряжать. Смотрите, чем занимаются дети. Дети старательно кидают камни в воду. Сначала была задача разломить одним камнем другой,
Теперь задача разломить палку камнем. Игры на природе могут быть разные. Одна из них футбол. И не важно, что нет мячика, потому что всегда можно сделать мяч из подручных средств. Штрафной бьют. Че, мимо? Забил? И снова начался новый день в лесу. А в нашем базовом лагере это будет день сборов. Потому что все, сегодня наше путешествие вступает в финальную стадию. Мы возвращаемся в цивилизацию. Ребята, Жигаландские водопады, хэштег обязательно к посещению. Но если вы сюда собрались, вы можете не брать с собой запасы питьевой воды, потому что вода в реке Жигалан такая, знаете, нереально вкусная. И даже слегонца сладкая. Утром она всегда вкусная. Слышали? Что еще раз? Утром она всегда вкусная. Вот, главный водоэксперт нашего лагеря говорит, что по утрам вода в Жигалане всегда вкусная. А почему? Потому что вечером напитки не очень вкусные. Вечером зверюшки выходят, да? А утром они спят. Вот так. Ну что, друзья, вот и все. Наше такое трехдневное путешествие подходит к концу. Лагерь собран, собрали за собой весь мусор. Хэштег «Не мусори в лесу». На этом, наверное, финалочка. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, это было интересно и познавательно. Ставим лайки, подписываемся на канал и пишем в комментариях. Дальше будет небольшой постскриптум про обратную дорогу, так, слегонца. Для самых-самых ярых поклонников. Ну все, всем пока!